Это я тут нашел. Иду вчера, значит, вечером мы идем в Амстердам, и валяется альбом, художественный альбом художника Роджера Дина, который, кстати, делал еще обложки, по-моему, на альбомы группы Yes. Такой футуристический у него футуризм, футуристический 80-овский такой стиль. Вот что-то даже весьма забавно. Я его решил спасти, потому что он мог под этим амстердамским дождем. Вот, и зато теперь альбом жив. Может быть, будет украшать что-нибудь. Сегодня я проснулся в Амстердаме. Мы тут несколько дней с рабочим визитом глобальным. Что-то я понял, что я ничего тут не снимал. Хотя город, в принципе, этого заслуживает. И немножечко хотел рассказать про Амстердам. Вот, хотя, может быть, много кто про него что снимал, но у каждого человека свой взгляд, свое видение. Поэтому какие-то вещи буду про него рассказывать. Первая история про Амстердам – это амстердамские гостиницы. Они безумно дорогие. Это город один из самых загруженных в мире, наравне с Барселоной, по заселению. То есть 95-98% номеров обычно заняты. Вот, то есть нужно бронировать заранее. Гостиницы не дешевые, вот, то есть дороже любой среднеевропейской цены. То есть это может быть там спокойно какой-нибудь самый обычный номер, может стоить 200-300 евро там, за ночь и даже больше. Это я не говорю про какие-то фешенебельные гостиницы. Конечно, можно найти бюджетные варианты, но это будет такой клоповник в прямом смысле этого слова. Мы нашли какой-то средний вариант в таком классическом доме «Свечка». Вот как раз я стою сейчас внутри этой самой гостиницы, и вид из окна у нас вот такой. Вот. Вы видите, как раз классические голландские каналы, улочки находятся в центре, неподалеку от Чайна-тауна, квартала торгового, красные фонари, вот это вот все то, что любят и не любят туристы в Голландии. В амстердамских гостиницах очень часто нету лифтов. И вот такие вот узкие длинные лестницы, которые ведут наверх дома, там, как правило, 3-4 этажа. Так как это историческая ценность памяти архитектуры, многим из этих домов много веков. Это все такое узенькое, достаточно непросторное, скажем так. Очень узкие пролеты и очень большие окна. В эти большие окна раньше вносили мебель. Да, в общем-то, и сейчас часто вносят. Поэтому такие вот крюки наверху зданий, под самую крышу, по ним всегда поднимали мебель и заносили ее через окна. Конкретно здесь вот видно балкон огромный. Его можно открыть, убрать вот эту вот створку, и через нее зайдет сюда любой там, рояль, диван или вообще все что угодно. Например, этот диван мой бардачный, я думаю, сюда попал именно так, потому что по этой узкой лестнице, где мы были, просто невозможно его поднять. Многие местные, с кем мы здесь общаемся, местные русские, вот, кто живет уже там по 20-30 лет или меньше, больше, они не очень любят Амстердам по той причине, что это очень туристический город, и в целом он не похож на остальную Голландию. То есть это огромное количество туристов, в большинстве своем, к сожалению, наркотуристов, которые приезжают там накуриться, чем-то там долбиться, но в основном, кстати, выпить, как это ни странно, и поэтому такие вот нетрезвые компании по вечерам, вне зависимости от дня недели или сезона или чего-то еще, шатаются по центру. Но в целом, кстати, как ни странно, я много раз был вот в этих вот компаниях и как-то не ощущал какого-то прям сильного дискомфорта, но просто неприятно. Мне как человеку трезвому такие, скажем так, такие люди не всегда вызывают радостные эмоции, да. Но в целом, да, тем не менее, если чуть-чуть отойти от самого центра, от вот этого вот прям такой района наибольшего количества туристов, всех этих кофешопов и прочего, очень красивый город, куча каналов, очень древний и интересной архитектурой, огромное количество храмов, реально живописных, то есть вот эта кирпичная кладка потрясающая, абсолютно мостовые, куча велосипедов, у них очень дорогая парковка, причем в Амстердаме самая дорогая парковка в Голландии, наверное, если не в Европе, я не знаю, там, по-моему, что-то то ли 7, от 7 до 20, что ли, даже евро за час, если я не ошибаюсь, ну, какие-то очень большие деньги, вот, и поэтому все в основном ездят на велосипедах, а машины, это такая роскошь, которую тебе не каждый может позволить, ну, не каждый имеет смысл ее иметь, потому что если пробок много, очень узкие улочки и так далее, поэтому стараются минимизировать автотранспорт.
погодка в Амстердаме, скажем так, круглый год не самая теплая, да, то есть тут очень часто бывает сильный ветер, например, перед нашим проездом сюда там поломало кучу деревьев древних в центральной части Амстердама, и не только, вот, то есть мы ездили в Гаагу, там тоже полно поломанных веток, то есть было так все очень, скажем так, разбросано, раскидано, и дождь, ветер, то есть такая промозглая достаточно погода, такой, я думаю, бэд-вершн города Санкт-Петербург. Единственное, что здесь, конечно, не бывает так холодно, обычно все равно плюсовая температура держится, ну там плюс 5, там что-то типа того зимой, вот, то есть в этом плане потеплее, но в целом тоже Северное море не дает продыху в плане каких-то ветров и дождливой такой ветреной погоды. И погода, кстати, меняется очень быстро, то есть она так стремительно в течение дня, там немножко солнышко, потом снова дождь, потом ветер, потом опять дождь, потом опять солнышко, и все это в течение дня меняется, такой, будто бы даже немножко похоже на горный климат, хотя Голландия это равнина. Я, надо сказать, к своей чести или наоборот, вот, ну да, не стыду уж точно, но, по крайней мере, так получилось, да, что в Европе я был крайне мало, это буквально несколько стран, и в Голландии сейчас второй раз, тоже, как и в прошлый раз, на несколько дней, но довольно активно мы по ней перемещаемся, стараюсь посмотреть как можно больше каких-то интересных вещей. В целом нравятся, интересно, такие свежие впечатления. То есть многие эту Европу всю сверху донизу посмотрели, а так как я в основном был в Азии, интересный опыт. Вот. Ну и с этим опытом, надо сказать, я тут не просто так погружаюсь в этот опыт и изучаю что-то здесь, потому что у нас есть некоторые планы вот, на эту страну и вообще на какие-то другие страны, кроме нашей родины. Поэтому, да, мы тут, в общем-то, изучаем некоторые интересные нюансы жизнедеятельности и ведения дел. Вот. Что, кстати, да, в таком контексте помогает узнать страну еще лучше, больше. Есть какие-то, конечно, как в любой стране, свои минусы, свои плюсы, какие-то особенности. Но в целом очень интересно, особенно если не были, я думаю, любому человеку будет интересно посетить. Единственный момент все-таки, что насчет центра города я советую дневное время, потому что вечернее там совсем, конечно, трэш. Пол в гостинице, то есть это просто деревянные доски, вот, причем эти доски явно, я думаю, много-много лет, я думаю, может даже больше сотни, потому что они так покрашены, вот где-то видно, что такие вставочки из более современной древесины, какие-то такие вот, где-то там она скололась, но никто абсолютно не стесняется в недешевой гостинице оставлять вот такой старый пол. И вот в этом вот на самом деле есть что-то общее с такой любовью к старине в азиатских странах. Прикольно. На самом деле мне понравилось. То есть выглядит это вот так вот. А то, что вы меня не видите, это в принципе следствие очень большой экономности голландцев. Некоторые даже считают их жадными. Ну, вот, но я не берусь никого осуждать. Но то, что они как минимум экономные, я точно могу сказать, потому что можно было хотя бы свет на лестнице сделать. У Михаила вот такой замечательный зонтик. Да, вот мы вышли наконец позавтракать. Отличная погода, очень хорошая, радостная, вселяющая просто эмоции самые лучшие. Вот. Типичный вид Амстердама. Дом, велосипед, канал, лодка, залитая водой, которую надо вычерпывать. Кто-то накрывает эти лодки всякими разными тканями и тентами, а кто-то не делает этого. Ну и еще цветы у дома, которые тоже мне очень нравятся. Велосипеды иногда бывают такие заросшие, потому что велосипедов, то есть население Голландии 16 миллионов, а велосипедов в Голландии значительно больше, чем население. Что-то там, по-моему, там то ли 18, но не знаю, но это как бы такая байка, может быть, на самом деле уже не настолько много. Я не думаю, что кто-то их здесь считает. Велосипедов тут огромное количество. Еще к вопросу о, скажем так, экономности голландцев, велосипедов. Такое количество старых велосипедов производства там каких-то 70-х или 80-х годов я не видел ни в одной стране мира. И даже в Китае уже давно там все эти старые раздолбанные велики они поменяли на что-то хоть более-менее приличное. Здесь же абсолютно нет. То есть вот, пожалуйста. Рождается, ему дарят велосипед, и это навсегда. Да, человек рождается, и с этим велосипедом он живет всю жизнь. Ну вот это, вот когда оно сделано. Вот. Я не думаю, что это какой-то модерновый стиль под старину. Я думаю, что это реально старый велик.
Такие вот мосты. Причем мост, надо сказать, никто не занимается ремонтом вот этим вот. То есть я думаю, если бы сюда привезли мэра какого-нибудь крупного российского города, я думаю, что, наверное, этот мэр бы тут переложил всю плитку вот эту вот местами кривую. Наверное, бы снес этот сгнивший старый мост, потому что он уже сгнил, какой кошмар. Переложил бы его, потому что это же ужасно небезопасно. Голландцы, кстати, вот смотрите, в такую погоду спокойно, без этих зонтов, вообще без ничего, просто гоняют по улице. Замечательно. Кстати, завтракаем в очень неплохой кафешке. Что-то на велосипедах они перевозят не только себя, но и перевозят еще своих детей. Чуть мне только не сбил велосипедист. Вообще быть сбитым велосипедистом — это как бы за честь. Это как упасть с байка на тайр. Знаете, есть поцелуй Самуи. Так вот тут в Амстердаме это поцелуй велосипедиста. И вот смотри, как у подъемного крана ножка выдвигается. Да, вот такой вот тоже монстр для двоих. Магазинчиков тут очень много, самых разных, кафешек, вообще все что угодно. А мы будем завтракать в таком замечательном местечке. Дизайнерский магазин, и при нем кафе. Вообще это очень популярная история. Магазин крайне странный. Мы когда зашли первый раз, мы вообще не поняли, что это такое. Вот такой вот магазин. Да, видите? То есть два огромных зала площадью, учитывая аренду Амстердама, и зная, насколько она не низкая. То есть вот это помещение они просто не используют никак. Так же, как и вот это. То есть это просто тут какие-то инсталляции. А магазин вон там. Ну, кстати, я зайду, покажу магазин, раз уж я сюда пришел. Мы просто тут уже были. Такие вот штуки. Это кресло. За, по-моему, оно стоит 8000 евро. Ну, это разбитый молотом стальной куб. Или, например, вот такой вот стул классный из старых свадебных платьев, стянутых стальной такой вот полоской для упаковки обрешетки, я думаю, такой складской. Стоит он всего лишь 3200 евро, и он ваш. Всего ничего. Мне, кстати, очень понравилась эта инсталляция. Чайник для одного, чайник для двоих. Один стоит 39 евро, а другой 49. Один, не сказать, что очень дорого, учитывая, что это дизайнерская история. Забавно. Ну, всяческие тут рамочки, книги. Забавная, странная посуда. Вот. Такая вот тоже инсталляция всяческой посуды, наклеенной на фонтан. Забавно. Стоит всего лишь тоже 10 тысяч евро. Ерунда какая. Вот. А это зеркало. Зеркало, кстати, тоже вроде продается. Ну так весь магазин в зеркале, это хорошо видно. Это, так понимаю, какой-то супер сабвуфер, в котором можно сесть и послушать музыку. Аквариум, где, собственно, чайная церемония. Кстати, китайский там стол с китайским круглым столом и чайничком приветственным, и палочками для еды, и китайскими вазами. И все это находится внутри аквариума. Потрясающе вообще. Мне очень нравится. И фонарь там сделан как поплавок, он всплывает. Лестница, на которой ты теряешь все калории, поднимаешься, и у тебя уничтожаются калории. И все это для чего? И все это для того, чтобы, уничтожив все калории, ты мог не бояться наесться булок вот в этом вот замечательном кафетерии, где мы уже не первый раз. Очень классное место. Вот такая вот замечательная здесь обработанная картина Рембрандта. Собственно, потому что Рембрандт голландец, мы находимся на улице Рембрандта, поэтому тут не просто так. Дизайнерский вариант меню, то есть вычеркните лишнее, называется. То есть это про еду и про напитки, и это, соответственно, только про напитки. Кстати, в кафе есть вот такой вот внутренний дворик.
Вообще, у голландцев есть что-то общее с азиатами, с китайцами, с японцами. Потому что они тоже любят такие маленькие внутренние дворики украшать огромным количеством цветов. Здесь, конечно, свой тоже стиль, потому что дизайнеры владеют этим заведением. Сделано очень круто, приятно. Причем на супер маленькой площади умудрились уместить такой вот уют. Голландцы увлекаются очень сильно азиатской культурой, потому что они были одними из первых, кто приехал на восток. У них была колония Индонезия, они были на Тайване, в Китае немного. Так или иначе, в общем, они серьезно весьма обосновались на востоке. Поэтому недаром так много восточного здесь тоже проникает. Не сбей меня, велосипедист, не сбей меня. Еще один чудной мост. Вообще, кстати, говорят, что именно Амстердамом Петр Великий впечатлен был, ну и вообще Голландией, когда строил кучу каналов в Питере и кучу мостов, что, в принципе, да, перекликает северные столицы. Не сбей меня, дядя. Не сбей меня, девушка. Вот на таких великах она ездит. Ржавеньких. Вон, кстати, Пизанская башня падает. Не вот так падает. Вообще, да, дома тут очень часто отклоняются во все стороны. Видишь, перекошен. Это где? А, вон там, да. Вон еще один дом тоже. Тут такого много. Ремонтирован. Интересная штука про граффити, то что вообще граффити здесь есть на окраинах города, в центре от них избавляются, закрашивают. Если видите вот такую вот стену, скорее всего, там были граффити, да. Но, тем не менее, есть, находятся какие-то места, которые как бы так вот, ну, как бы тут можно, да. Как правило, это какие-то такие водопроводные трубы, если они какие-то там супер красивые, какие-то, может быть, дорожные знаки, еще что-то. Если там кто-то один что-нибудь налепит, то тут же там все это облепляется кучей стикеров, каких-то футбольных команд, политиков, вот там, пожалуйста, «Зенит», чемпион России. Русских туристов, кстати, тут полно вообще. Поэтому, в целом, это, ну, нормально. Но при этом рядом на таком доме уже историческом никакого граффити нет. Ну, или если он появляется, его моментально удаляют. Ну, по крайней мере, на особо красивых зданиях хозяева, видимо, следят. Но на чем-то, таких-то объектах городской инфраструктуры тут же все улеплено, изгажено и так далее. Но надо сказать, что мы в очень хорошем районе, потому что, когда мы проезжали с Сабурбом, они выглядят не настолько хорошо. Можно посмотреть, как в промышленных масштабах загружают чемоданы, фуру китайских туристов. Да, это какая-то китайская группа, либо японская, скорее всего. Да, и они загружают целый грузовик чемоданов. Такое оптовое перемещение, да, такое тоже сразу еще не видел. И, кстати, эти японские туристы живут, между прочим, не где-нибудь, а в отеле Рэдиссон. Везде брусчатка в Амстердаме абсолютно. Ну, в центральной части, по крайней мере, точно. Так, не убей меня, машина, пожалуйста. Ну и да, и везде велосипед. Кстати, велосипедов настолько много и так много их везде припарковано, что в туристических зонах очень часто такие значки есть, типа здесь нельзя парковать велосипед, потому что они закрывают велосипедами витрины, проходы, залезают с ними в поезда, хотя есть стоянки для велосипедов, и обычно те, кто живут, например, в каком-нибудь пригороде и едут на работу в Амстердам, у них есть два велосипеда. Один велосипед стоит в станции родного города, другой велосипед стоит в Амстердаме на двухэтажной уже сейчас велопарковке. И некоторые экономят, потому что голландцы очень экономные и ездят с велосипедами в поездах. Как вам, кстати, машинка? Мы недавно видели такую же машинку пристегнутую. Она была пристегнута как велик к трубе, потому что ее можно взять двумя руками и просто унести, особенно вон ту. А вот, кстати, следы этих вот вырванных деревьев, спиленных уже деревья убрали. Трупы тоже, на которых погибли при падении дерева. Тоже бесконечные мосты.
Типичный такой достаточно узкий проход между домами, потому что часто дома стоят сплошняком, и как таковых проходов нету, обычно это улочки. Но бывает попадается вот такое. И да, ну это еще довольно широковатое, да. Машина может проехать, обычно они гораздо уже. Кстати, периодически случалось видеть в Амстердаме разбитые витрины. Я думаю, это следы ночных попоек туристических. Скидка 30% на всякий сувенирный хламчик. Я думаю, чтобы цены сделать справедливым в Амстердаме, надо делать скидку 90% на сувенирный хламчик. Потому что стоит, ну, конечно, безумных денег. Гастробар, красивая Индонезия. Прекрасная Индонезия. Отлично. Кстати, в этом райончике что-то, по-моему, мы не были. Мы куда вообще идем? Слева у нас площадь Дам, Старый Королевский дворец, справа вокзал. Слева площадь Дам, справа Королевский дворец. Миша знает лучше меня Амстердам. Он тут был 10 раз, а я 2. А это дядя, смотрите, какой. С рацией. Серьезный. Куча туристов. Да, скульптура, кстати, неплохая. Я современное искусство вообще к нему отношусь по-разному. Что-то мне очень нравится, что-то нет, вот это мне нравится. Потому что такие вот куски грубой глины, необработанные, из них лица. И красиво все так стекает. Такой прям шаньшуй китайский. Что-то в этом есть, безусловно. Галерея Мадам Тюссо. Да, восковые фигуры, да, знаменитые вот эти. Туда мы не пойдем. Мы вообще сегодня никуда не пойдем. Мы будем гулять по улице. Слева вон он, Старый Королевский дворец. Ага. Справа знаменитый отель Краснопольский. Вон он. Отель Краснопольский. Знаешь, кстати, его историю отеля Краснопольский? Нет. Я вот тоже не знаю, почему он имеет русскую фамилию. World Press Photo, кстати, проходит сейчас здесь. Обычно World Press Photo очень страшные фотографии страдающих детей, убийств и всякие прочие фотографии с горячих точек, поэтому на World Press Photo слабонервным лучше не ходить. Я слабонервный, поэтому я туда не пойду. На этой площади перед дворцом частенько выступают просто бродячие музыканты, фокусники. И круто, кстати, выступают, да? Один раз я здесь видел, просто поставили аттракционы, колесо, и все это поместилось. Обалдеть. Ну, сейчас стоят 2 полицейских и бьют всех музыкантов, чтобы они ни в коем случае не выступали. Кстати, вот видите, туристы все европейские, как ни странно. Китайские тут тоже, конечно, есть, просто нам почему-то сейчас не везет, мы не видим толп страшных эмигрантов почему-то. Не знаю почему. В этой загнивающей Европе, да. Дорого для них тут, дорого. Как приехать в Европу без эмигрантов? Езжайте в города, где дорого. Там мигрантов меньше. Красивые эти фонарики такие вот. Мне вот больше всего нравятся вот эти вот открытые веранды. Мы тут попадали в улочки, где один человек только может пройти, приходится. Да? Вот так, разминуться. Бочком, да. Вот, кстати, мы, по-моему, в китайский квартал плавно попали. Или это мне показалось? Ничего интересного. Какая-то одежда, обувь и прочая фигня. Я так понимаю, здесь еще какое-то количество зданий более современных. Архитектура. Хотя попадается тоже и... Мне все кажется, почему-то не все сделано в 17 веке. Вот эта улица, я так понимаю, здесь большая часть ходит местные, то есть не туристы. Там же всякая одежда, всякая фигня. Местные тоже живут в Амстердаме. Но попадаются всякие вот эти вот кофешопчики, сувенирчики. Для идиотов, туристов написано 3 раза: не открывайте пластик, не открывайте пластик, не открывайте пластик, не открывайте пластик. На всех языках причем. Но почему-то не написали на китайском. Это говорит о чем? О том, что тут они не умеют писать по-китайски. Они думали о том, что китайцы могут прочитать по-английски. Ну, многие китайцы могут, безусловно. Вообще надо такое писать на всех языках. Опять неуважение к китайской нации, ужас какой-то. Типичный такой вот магазин туриста. Чупа-чуп с каннабисом. Ну, все это видели, конечно, все это видели, все это все показывали. Печеньки с каннабисом, какие-то бонги, кепки с Амстердамом. Ну, короче, всякий бред. И, кстати, играет тут фигня. Гриндеры для
травы, трубочки, всякое вот такое вот. Чемоданы, чтобы все это сложить с собой. Кучу кружек. Ну, короче, всякая фигня. Вейп с каннабисом. Ой. Ужас, разврат. Пойдем отсюда, пойдем. И даже мороженое. Крутейшая реклама. Hi guys, breakfast, омлет, English. Я не понял, что из этого breakfast, что омлета, что English. То есть English омлет или English breakfast. Понял, я думал, что они говорят по-английски, кормят омлетом, и у них есть завтрак. Если так понял, все ходят как хотят. Мы тоже пойдем как хотим. Ask for more info означает, что все более тяжелое можно спросить. Тихонечко. Потихонечку. Кошмар, кошмар. Надо их спасать. Надо спасать эту загнивающую Европу, мы поняли. Опять велосипеды валяются. О, какой дизайн прикольный. Wonder Lounge. Вообще мне больше всего нравятся улочки вот эти вот вдоль каналов. Во-первых, тут меньше турья. Во-вторых, тут красивый обзор на дома, потому что канал широкий все-таки, и можно посмотреть на дом сверху донизу. Вот, кстати, эти самые крюки, по которым мебель поднимают. Его, кстати, видно, как дом наклонился. Вот это вообще они все в разные стороны танцуют. Во-вторых, тут нет этих дурацких магазинов туристических вообще. Да, вот он закрыт просто здесь. Ну да, такой узенький. Но местами их и нету. В большинстве случаев, вот, пожалуйста, это дом номер 1. Это замечательный проход между домами для муравьев. А это дом номер 2. Не сидеть. На моих ступеньках написано тут. Да, вот эта зелень, она, конечно, очень приятна. Тоже круизы по каналам. Естественно, тут есть, как и в славном граде на Неве. Вот эти вот даже цветы, кстати, у дома. Я думаю, это есть что-то общее с Японией, Тайванем. Тоже очень круто. Как только уходишь от этих туристических улиц, сразу очень-очень симпатично, приятно, красиво. Такая вот детская площадочка. Отсюда такая простая, причем в стиле растика из дерева сделана. Смотри, деревья какие старые. Да, деревья эти красивые, каштаны. Маневрировать, конечно, круизным судам здесь очень непросто. Каналы такие крутые, да, они имеют повороты, а для увеличения вместимости в эти кораблики помещают очень много людей. Поэтому делают их длинными. Но сейчас классный был маневр, конечно. Кстати, надо заметить то, что есть в Амстердаме такая интересная вещь, как живущие в вот таких вот баржах люди. Да, то есть это реально как бы обитаемые баржи, их много. Вот здесь такой прям очень показательный кусочек канала, где мы видим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 барж. 8 барж. В каждой из них кто-то живет. Она так плотно пришвартована. Причем местами даже вот тут конкретно совсем основательно. Она не только на тросах, но еще на такой стальной штуковине. Вот там видно у человека внутри кухонка. Вон там даже телефон какой-то на подоконнике лежит. Это спальное место. А у этого дома есть конкретно номер, дорожка, почтовый ящик, пожалуйста. То есть цветочки, садик.
То есть это полностью обитаемый дом на воде. И такого в Амстердаме очень много. Вот такой уже домик, который без всякого стеснения, у него даже убрали формы, что это когда-то был корабль. Причем, кстати, канализация не сливается в канал. Я вижу, вот она выходит куда-то там в общую канализацию городскую. Просто баржа уже с бетонным основанием, я так понимаю, где построили нормальный дом. Я так понял, что новые такие уже строить нельзя. Но тот, кто когда-то успел, когда это было можно, кто первый, как говорится, запарковал тут такое судно, тот и молодец. Вот тут у них еще лодочка такая аккуратненько припаркована. Можно на ней путешествовать, веранда. Класс вообще. Тебя вечно укачивает. Кстати, я думаю, такую недвижимость можно и купить. И она, наверное, должна быть дешевле, чем дом. Потому что мало ли вдруг когда-нибудь статус этих плотов изменится. Придет какой-нибудь мэр, который все это скажет убрать или еще что-нибудь. Хотя я думаю, нет. Вот у них тут подключение к электричеству. Тут, кстати, зарядка для электромобиля рядом. На крыше такой садик сделали классный. Это все еще одна баржа, но эту баржу тоже уже полностью переделали под дом настолько, что даже непонятно, что это баржа, если не посмотреть, что все это стоит на воде. Но, безусловно, этими баржами единственное, что нельзя загромождать проход судов. А так, а именно тут вот конкретно в этом вот месте канала, тут прям 8 домов больших, по 4 с каждой стороны. Вот так эти дома выглядят сверху. Еще один дизайнерский магазин. Люблю такие штуки в качестве вдохновения, инспирейшена. По-моему, кстати, закрыт. А может, открыт? Ну, заходить не буду. Цветочный магазин. На этом канале тоже все в домах. Интересно, для чего эта нитка? Наверное, для того, чтобы намотать на нее. Нет, она тут просто лежит. Кто-то не хотел ее выбрасывать. Я думаю, что это часть городской инфраструктуры. Тоже детская площадка из дерева. Кстати, довольно просто сделано, кстати. Без каких-то особых изысков. Все, ну это уже жилой район. Clean Brothers и Delicious Food Organic. Кстати, отдельно про фуд. Фуд тут просто потрясающий. Я обычно не ем всякий фастфуд, какие-нибудь там бургеры или масло, там жирное что-то такое. Стараюсь есть мало. Но тут мы конкретно несколько раз ели в каких-то таких вот микрокафешках, типа как органическая еда. Я, ну, как всегда, заказываю какой-нибудь салатик. Этот салатик бывает иногда с такой довольно смачной булкой, с каким-нибудь сыром овечьим. Эту булку съедаешь, обычно ты как бы, ну, почувствуешь, что съел булку. А тут как-то вот съел булку одну, вторую, третью. Ну, во-первых, много хороших с пешком, поэтому это все уходит. Но, в общем-то, ощущения булки от этой булки нет абсолютно. Вот. Другие ингредиенты, другие продукты. Хорошо. Тут food safety control тут пожестче, конечно, чем у нас. Интересная история, которую я узнал от, ну и сам увидел, и, в общем-то, узнал от живущих здесь друзей, иммигрантов русских, да, то, что в Голландии в целом, ну, практически все говорят на английском, но, тем не менее, все-таки, если ты хочешь какие-то более-менее серьезные отношения выстроить с голландцем, либо там у тебя бизнес или еще что-то, конечно, язык надо учить, потому что на тебя всегда, если ты говоришь по-английски, ну, так, смотрят не очень. Вот. Ну, еще надо сказать, что сейчас из-за политической всей этой истории там
со сбитым самолетом и прочей всей фигней не очень хороший. К русским относятся не очень. Но если в политику не лезть, я думаю, нормально все. Красота, наконец кончится дождик, солнышко вышло. Вот я как говорил, погода меняется вообще просто на глазах. Сейчас мы решили пройтись обратно, ну как обратно, немножко другим маршрутом в музей, в Тропин Мьюзиум, где выставка японского искусства. Японская, точнее, вообще про Японию в целом, и про хай-тек, и про искусство. Посмотрим, что там интересно. А вот, кстати, мы видим ту самую загрузку мебели в окна. Ну, конкретно здесь это не загрузка, а выгрузка. И, надо сказать, для этого есть никто там никакими уже этими лебедками старыми не пользуется, они лишь элемент интерьера. Сейчас есть специальная машина, которая, в общем-то, вот так вот работает. Видите, тут ребята, трудяги. Специальный такой подъемный кранчик. Оп. Тут разбирают какую-то офисную мебель. Смотри. Вот, и на подъемном кране сейчас, так понимаю, они только что завершили спуск. И вот поехал такой подъемный кранчик. Все вообще хай-тек. Никто туда складывается части мебели. Какой-то, так понимаю, магазин бытовой техники, видимо, переезжает или меняет мебель, что все это просто ломается. Вот эта компания, которая все это делает. У них есть рейтинг 9,6, они крутые, типа, все делают как надо. Какой-то микроприцепчик на моторчике. Берут, вот выбрасывают. Вот такой вот обалденный чемодан. Чемодан без ручки. Ладно, я не буду смотреть, я буду думать, что он без ручки, а то если я вижу, что он с ручкой, мне придется его забрать. Это велосипед, видимо, гробик. Бывает, они возят. Да. Господи, боже мой, какой ужас. Обычно такой вот в таких местах бывает детская коляска, то есть они прикрепляют прям на велик. Вот еще один гробик едет. Потерявшиеся туристы с картой. Вообще очень люблю чукчи, потому что у меня плохо с фантазией. Но когда ты видишь что-то, ты легче импровизируешь. Вот так вот идешь по пустыне, особенно рассказывают, ну что, песок, ветер. Вот. Ну, в лесу поинтереснее, конечно, или в скалах. А тут прям вон столько всего можно рассказать. Хоть какая-то польза от цивилизации. Ну, смотрите, какой дядечка. У него даже галстук есть. Подойдет, он сказал. Вот, кстати, эти самые значки. Аж 2 раза. Не пристегивайте, не ставьте велики, пожалуйста. Но везде, где такого значка нет, велики стоят. Зарядка для электромобилей. Кстати, надо сказать, в Голландии, ну, хотят с 2020 года вообще отменить машины на бензиновом двигателе. Новые нельзя будет покупать. Поэтому вот, пожалуйста, Volvo стоит, заряжается. Гольфик стоит, заряжается. И причем, кстати, ставят эти электрозарядки очень просто. То есть просто по запросу. Не так дорого получается с точки зрения экономии средств. Ну и еще важно, что налог на электромобили, естественно, ниже. Ну, как это и во всех странах. Магазин звонков для велосипедов. Много-много звонков. Нам надо купить звонок, действительно, мы не просто сюда зашли. Есть от 6 евро до 25, даже до 29. Как он звонит? Он не звонит? Звонит. А почему он не звонит? Видимо, они одинаково звонят. Кстати, вон с Ван Гогом тоже есть. Класс. С какашкой. Вот, любые звонки на любой вкус, пожалуйста. I like my bike. И любые сидушки. Тоже такой пиксельный Ван Гог. Ну, кстати, это актуально для дождливой погоды, потому что
Можно убить. Ну и лайт. В чем польза камеры DJI? Рекламная пауза. Потому что она маленькая и незаметная. Если заходишь с большой камеры, то все видят, что ты снимаешь. С этой камерой не очень видно, что ты снимаешь. Но вот в этом магазине очень внимательный продавец, так как там никого не было, он такой подошел: Can you please stop filming? Они: окей, no problem. Мне не жалко. Ну, некоторые не любят, когда у них снимают. Хотя у него не написано, что нельзя снимать. Хотя у него никаких промышленных секретов тоже. Ну, возможно, может быть, секрет в том, что у него значок марихуаны на звонке для велосипеда. Ну, не знаю, может быть. Вот. Но, тем не менее, в общем, да, забавно. Снова вернулись к Королевскому дворцу, только с другой стороны. Переходим. Выставка World Press Photo. Дворец справа, слева. Но слева какой-то храм, я так понимаю. Да. И в нем выставка World Press Photo проходит. А здесь Королевский дворец. А здесь Магна Плаза. Балдинишь. Работает 7 дней в неделю. Очень красивое здание. О, Russia Treasures from Kaufman Collection. Обалдеть. Недалеко, кстати, от нас. From Russia with love, пожалуйста. Русский магазин в самом центре Амстердама. Тут господин президент обязательно присутствует. Чемпионат мира по футболу на это сподвигли. Да нет, я думаю, это наши, скорее всего, сделали. Я здесь был как раз во время чемпионата мира. Голландцы же пролетели, не попали. Они болели, и весь мир здесь сидел, болел. Я видел, как аргентинцы плакали, когда они проиграли. Вот она площадь, которую мы проходили с той стороны буквально только что. Лошадки. Опять музыкантов разогнали. Вот сволочи. Вот музыкантов снова выгнали. Может, они по вечерам. Смотрите, какой тигр. Кто-то ему приделал очень хорошие глазки. Вот тигр, лев. Вот этот глум в Амстердаме. Да. Он какой. Коник. Черная смерть стоит еще. I love Amsterdam. С косячиной сейчас такой. Все идут на красный, и мы тоже идем на красный. Вот тут Мадам Тюссо, музей, очередь. Нам туда не надо, до свидания. Там самолет, по-моему, даже стоит. Believe me or not. О, а это же, собственно, из содовых банок сделан портрет Майкла Джексона. Самый высокий человек в мире был, голландец. 2 метра 70. Да, забавно. Полтергейст. Знаменитый башмак, в который можно залезть и сфоткаться. Такая едальная улочка. Слева там китайский ресторанчик, справа аргентинские. Кормят китайского я тут пару раз кушал. Ну, классика вообще. Вот. Прям грязненько, плиточка да. на стол, супчик тебе. Ну, то есть нормально, вкусно. И много. И много, да. И много. Ключевая тема. Кстати, надо заметить, что в голландских едальных тоже довольно много. Да. Нормальные блюда. Да. Не французской изысканной кухни. Asian spirit. Азиатский дух. Туалет мужской, женский, типа заходите, пожалуйста. Свои. Да. Но только для своих. А вот тут идут работы по каналу, видимо, там что-то мощное такое. Весь канал перерыт, осушен. И там забивают новые сваи. Смотри-ка, это китайские монетки продеты, видишь, в орнаменте. Сняли краску со старого дуба, то есть дубовая такая штука. Класс, фасад вообще обалденный. Ну да, лаком покрыт, но это старый фасад. Массивный, и окна тоже старые.
Запрещено, кстати, ставить пластик, да, ведь у них в старых домах. Поэтому везде все деревянное. Так выглядят, кстати, барчики обычно. Смотрите, это, короче, дверь. Вы понимали, вот, то есть здесь двери нет, а здесь дверь есть. Вот открываешь дверь. Ага, это окно, на самом деле. Вторая часть двери — это окно. Очень большое. Потрясающе сделано, вообще класс. Но в то же время, да, дверь закрыта, то есть как бы, но... Видишь, сразу создается атмосферность некая. Да, класс. Классный магазин. Чайный, кстати, магазин. Салон чая. Салон чая, такой микро вообще салон. Олдскульный. Такая домик-свечка. И при этом, смотри, дача Apple Pie. Ну да, конечно. Шоколад, травы, черри блоссом. Крутейший велик вязаный. Класс. Дом-музей Рембрандта, кстати. Дом-музей Рембрандта, вот это. А это Королевский тропический институт, Royal Tropical Institute. Вот так, между прочим. Это вот прям сразу видно, что это короли там по тропикам нормально погуляли и изучают тропики. Я думаю, что и чай там тоже где-то они изучают, потому что чай тропическое растение. А вот это аквариум с петушком на крыше. Вон он там. А мы сейчас идем в музей, и нам осталось пройти всего лишь 160 метров. Мы 3 километра туда пешком шли, через весь центр. Кстати, неплохо прогулялись, очень. Вообще по Амстердаму, надо сказать, очень комфортно по Амстердаму гулять пешком. Вот. Он в целом не такой большой на самом деле, и если вы любите гулять пешком, то даже никакого велосипеда не надо, в общем. Вот. А на велосипеде так вообще быстро. Поэтому они все на них и ездят, потому что расстояние на самом деле не огромное ни разу. То есть там что, 10 минут туда, 20 минут сюда, там полчаса сюда, и ты на месте. Ресторан «Тропики». Вообще вот здесь, как только выходишь из центра, кончаются все вот эти каналы. Ну, то есть они есть, но их меньше. Большие такие пространства, площади, парки. Все это вот немножко нужно отойти от туристического центра. Вот больше улиц, они такие более широкие. Ну, как-то так приятно. Оказывается, мы в этот музей шли. Мы шли в музей тропиков. Все круто. Tropic Museum. Окей. Ну, пойдемте в Tropic Museum. В общем, мы в музее тропиков. И тут у нас экспозиция, посвященная какао. Как много какао добывается. Больше всего в Африке, естественно. И вот видео с плантацией какао. В общем, всяческая защита детей. Child Labor Abuse. Очень красивая, кстати, архитектура самого музея. Музейный магазин. Вот этому как раз учат об устройстве таких магазинов в этом институте, про который вчера Ирина рассказывала. Это, так понимаю, японская еда. Это про Токио. Тоже кулинарная какая-то книга. Тоже кукбук. 3 книги все кулинарные.
Это, например, в честь экспозиции про Японию. Здесь огромное количество японской литературы всякой разной. А если что-нибудь про чай? Кавайи. Да, вся кавайная культура. Магазины при музеях я вообще очень люблю. Они обычно, конечно, дорогие, особенно всякие украшения тут, но бывает попадаются крайне необычные книги, которые, в общем-то, нигде особо и не найдешь. Ну, если только в онлайне, но это надо же знать, что искать. Здесь почему-то все про кухню. Где же чай? Японские путешествия. О, класс. Это тоже про живопись. Везде Фудзияма. Интерактивная комната, посвященная всяким празднествам, я так понимаю. Этнические праздники мира. Рождество, Пурим, Витальфир. Что-то полинезийское. Ух ты. Инсталляция. Неужели австралийские аборигены? Папуа-Новая Гвинея. То есть они ходят в такой одежде. Слушай, это вообще очень интересно, кстати. Это этнический такой музей, это весь посвящен тропическим странам. Но Индонезия же была колонией Голландии. Поэтому у них тут много и папуасов, и индонезов. Вот этот зал посвящен борьбе с колониализмом, как расизмом и как Голландия выходила из всего этого. Вообще интересно, то, что в целом вся экспозиция здесь посвящена именно нидерландским, то есть голландским колониям. Для мусульман, а это для не мусульман. Если ты не мусульманин, то ты пилигрим, должна была что-нибудь такую всякую сделанную в Китае шмотку. О боже мой. Это мы как бы находимся как будто бы прям в центре
Барби. Я мила. Пока мастер вытачивает фаллос, злобный самурай подкрадывается. Это японские амазонки, женщины-воительницы. Чай, чайная комната, современный дизайн, очень классный стол, кстати. Гипертрофированная комната. Фанатки кавай. Потрясающая вещь. Классный музей, на самом деле, интересный. Вот, и постоянная экспозиция интересная. Выставка про Японию такая двузначная оставила. Неоднозначное впечатление, но в целом тоже для общего опыта весьма. Новый день в Амстердаме. Сегодня мы покидаем этот замечательный город. Надо сказать, что вчера было достаточно темно, чтобы показать забавные наши приключения. Мы вот в этой вот самой лодке, вот в этой, пили ночью чай. Вот сначала думали, ну сейчас там придет, да, всем пофигу. Местные посмотрели, увидели, что вроде бы мы ничего там такого страшного не делаем. Сидели, попили чай. Было очень приятно. Ночью такое свечение было на канале. В общем, есть что-то в этом. Просто увидели лодку, захотели попить чай именно в лодке. Вот так выглядят скоростные поезда в Голландии, ну и вообще везде по Евросоюзу. Единая сеть. Причем можно, кстати, доехать до Парижа от Амстердама буквально за несколько часов. Мы сейчас находимся на вокзале в Роттердаме. Все достаточно быстро и удобно. В принципе, сразу вспоминаю Китай, где тоже на скоростных поездах можно добраться куда-то. Но есть момент, что в Китае поезда гораздо быстрее. Европа пока еще в этом плане Китая не догнала. Но тоже сеть очень удобная, транспортная. Конечно, на поезде получается экономичнее, чем ехать, например, на Uber какой-нибудь. Ну, хотя, если вас, например, несколько человек, то машина будет дешевле точно, если у вас там четверо-пятеро. Вот сейчас мы приехали в Роттердам по делам. Просто волшебно сделана ливневая канализация здесь. То есть прям посреди станции, просто дырка, прям над перроном, откуда сверху течет вода, таким водопадом просто. То есть можно принять душ, искупаться, помыться. То есть очень удобно, продуманная инфраструктура. Круто. Кстати, из Роттердама идет железнодорожная связка на Лондон, на Ла-Манш. Тут есть такие указатели везде: паспортный контроль, Лондон, добро пожаловать. Очень удобно, все быстро. Европа маленькая, конечно, очень, по сравнению с какими-то моими прошлыми путешествиями. Очень забавно, наверное, конечно, некоторым, тем, кто меня знает давно, то, что для меня такие страны, которые гораздо более доступны для любого россиянина, вызывают какие-то вещи удивления, так что вы не удивляйтесь.
Я по Азии всю жизнь ездил, и по Южной Америке, и по Тихому океану, но никак не по Европе. Можно ехать в Британию прям. Прям из Роттердама. Там Лондон, тут туалет. Все просто. А еще в Роттердаме есть вот такой вот рынок, чтобы вы понимали, вот это вот все крыша его за моей спиной. Сам он выглядит вот так вот. Ну, я думаю, если вы набьете такую, как Маркет Холл Роттердам, вы найдете более красивую картинку. Но я сейчас с вами по нему прогуляюсь маленько. Это, по сути, вот такие вот гастрономические ряды, где можно купить всякую местную еду. В основном, да, то есть всякие сыры, мясо, прогрессивный и не очень прогрессивный фастфуд, парад еды. Так как Роттердам находится ближе к Бельгии, то тут больше всяких еще сыров, не только голландских, в том числе что-то еще. Плюс этот рынок, он уходит на несколько этажей, ну как минимум на 2, если не на 3 вниз, вон туда. Тут стоит посещение, я думаю, всем, кто окажется в Роттердаме, и всем, кто захочет покушать или купить какую-то вкусную еду, любителям всякой гастрономии. Вот. Ну а мы тут, собственно, тоже не просто так, нам интересно. Нам интересно. Главная сакральная вещь, которую можно здесь найти, это сыр. Это сыр. Ну, для меня лично. Все остальное меня вообще не интересует. В общем, я тут купил какое-то количество килограмм сыра. Почему дико рад. И, в принципе, кстати, не сказать, что дорого. То есть, такие французский сыр, бельгийский, местный, голландский. Мне особо интересен, вау, сыр выдержан. Потому что сыр, так же, как и все остальное, тоже бывает выдержанным. И выдержанный сыр, это вкусно и интересно. Можно с ахматишки поиграть.